Всем привет! Ну вот и настал у нас следующий день, и мы едем на прививку сдаваться. На прививку, в общем, мы едем. У нас утро, Данька пошел в школу. Все, если что-нибудь сможем, поснимаем. Это тройка. Может, сюда вставить? Карту-то выбери. Вот эту, да. Да, я подготовила, просто случайно. Поближе, близко и крутить. Нет, надо А. раз, всегда резко, раз, положили, убрали. Печать талона. Это мою. А, это твои теперь. Выход. А я просто подчеркнула, соглашаюсь. Так, все заполнили. Дали нам такие бумажки. Мы их заполнили. И идем потом в кабинет. Вот. Вот, люди идут. Людей, в принципе, тут, ну, есть так людей. Смотровые кабинеты. Сережа уже зашел в кабинет, а я жду, я вообще следующая должна быть. Жду. Мы сидим после прививки, Сереж. Сидим после... Скажу честно, значит, рука вообще пипец уже отнялась. Сюда как закололи вот таким вот шприцом. Хватит Вот, пугать. вот такая иголка была, а там, короче, жидкости было. Ну вот мы палец, вот столько вогнали. Короче, рука уже почти отнимается. В общем, Сережа все шутит. Это вообще не больно, как комарик. В общем, сидим сейчас. Комарик больнее. Сидим, Честно. сидим сейчас, ждем. Ну что, все ли нормально? Что ты? Я вообще ничего не почувствовал. Вот записали нас на следующую. Ну сейчас выйдем, я расскажу. Слушай, а вдруг меня вообще не укололи. Ну я тоже так взяли, ущипнули. и Блин, всё. короче, я вообще ничего не почувствовал, тебе говорю, лечи ничего. Я чуть-чуть почувствовала. Я даже не видел, как она наливала. Выйдем из поликлиники, я расскажу, что да как. Капец, короче. Ну что, я не знаю, что там было слышно в поликлинике. Вот мы были в этой поликлинике. Мы уже вышли с Сережей. Не стали ждать полчаса, подождали минут 10. Вроде какой-то сильной реакции нет. Ну, вообще никакой реакции нет. Не знаю, Сережа даже не почувствовал укола. А я почувствовала, ну, что укол, ну, как бы не сказать, что болезненный какой-то, нет. В общем, пришли мы к своему времени, нам дали бумажки, мы заполнили бумажки, что мы согласны. Там нам разъяснены, какие могут быть последствия, что мы согласны. И, с другой стороны, заполняешь, какие у тебя заболевания есть. Там, ну, заболевания уже прописаны, какие их интересуют. А ты просто подтверждаешь, были, нет и так далее. Потом с этой бумажкой ты идешь по времени своего талона к терапевту, на которому записывались как раз мы. Это и есть вот эта запись, это к терапевту получается. Но там
в принципе, все идут по очереди, поэтому нет такого, что прям точно-точно по времени. Кто-то чуть раньше, кто-то чуть позже проходит. Ну, в общем, все же приходят к своему времени приблизительно. Поэтому все равно все идут по очередям записи приблизительно. Вот, ну, терапевт слушает, смотрит, что там написано у вас в бумажке. Если почти ничего, то и разрешает сразу прививку. А если что-то, какие-то спорные вопросы, то разговаривает, говорит, что, как. Вот. Потом вы ходите, она выдает такой сертификат. Я показывала его. Там написано дата прививки, печать. Туда будут ставить после прививки. И все, что может быть после прививки. Какие таблетки пить, если что-то, там температура поднимется. И вот с этими сертификатами, значит, идем в другой кабинет уже на прививку. Тоже там очередь идет все друг за другом, но так как все выходят от врача тоже друг за другом, то, в принципе, получается, что все так по времени приблизительно и идут. Ну и когда выходишь, то тебя сразу записывают через 14 дней на новую прививку. 14 дней прошло, или больше. Нам на 17-е записали. 17 еще сколько? 3-4 дня. Через 3 недели, правильно. 3 недели. Вот, через 3 недели записывают на прививку. Это через 2 недели после второй прививки выдают, это карты разблокируют пенсионерам и всем. Вот. А так, значит, через 3 недели записывают. Когда выходишь уже, то ставят печать, что сделали первую часть прививки. Ну и все. И потом ты сидишь, ждешь, все ли нормально с тобой. Ну, если все нормально, уезжаешь. Например, до конца не стали ждать. Уже сейчас едем. Как кололи, я решила не снимать. Вначале я думала снять, когда будут колоть, а потом что-то я подумала, во-первых, страшно, так по телеку показывали, как колят. Но на самом деле ничего такого страшного сильно нет. Это вообще не страшно. Ну вот Сереж даже не почувствовала. А я, в принципе, почувствовала чуть-чуть, но естественно, что это ничего страшного. Она меня не уколола, только помазала. Ну нет, ну как она могла тебя не уколоть? Блин, я не почувствовал ничего вообще. Ну что, ну сейчас посмотришь дома. Она же тебя приклеила штучку. Приклеил, сейчас дырочки не будет, то все. Все точно не уколола. Все у тебя есть. Вот, в общем, едем домой. Завтра у бабушки вакцинация. Привет. Привет, Маш, поздоровайся со всеми. Вот, в общем, Маша идет гулять с друзьями, как я и говорила. Друзья знакомые. Ну, знакомые, друзья, Маш, какая разница? Вот тоже пойдем с ним гулять. Вот маска у нее. Где твоя пшикалка? Нет, у меня... Бери из куртки. Деньги взяла? Вот эту можешь взять. Ты большой. Вот. А пшикать-то удобнее. Нет, Попшикать нет. можно и все. Папки взяла? Какие Деньги папа, который тебя оставил, взяла? наличные? Да. Нет, еще. Ну так бери, что ты. Все И карту возьми. Данька все еще в школе. И карту возьми. Взяла? Все у меня есть. Хорошо. Сейчас пойдет все. Что ж, закрой там за ней. Смотрите, собака в наморднике, дети в масках. Смешно выглядит. Угу. Так, что-то Машу мы не увидели. Проскочила она, что ли? Хорошо. Вот. Показалось. Рано вышла-то, где твои друзья-то? Ну, сейчас. Макс пятерочку сгонял. Зачем, за бухлом? Не знаю, зачем, надо. Ладно, Тут не они идут. В общем, ладно, все, пока. 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 Вот же они идут, вон в лужу уже наступили. Все, пока. Пока. А может, это не они? Нет, не они, там по-другому выглядят они-то что. Так, ну вот, вроде бы кто-то подошел.
Побежали, побежали. Машина пицца. Так, я что-то не поняла. Я пока поспала что-то после прививки, а тут уже что-то несут. Что это такое за пицца? Доминос? Да. А это вкусная хотя бы? Это очень Две вкусно. пиццы. Ну, я не Это знаю. очень вкусная пицца Доминос. Она горячая, горячая. Обожгемся. Они так быстро приготовили, привезли вообще. Да, они красные ребята. Ставку на плиту. Кстати, я хочу сказать, Сережин брат тоже привился вчера еще. Вот, но у него была вечером температура ночью. Как вчера? Не вчера, а раньше еще. Как, Саша вчера привился, ну, с утра. Или позавчера, ну, вчера. И ночью у него была температура. Вот. А у нас пока все нормально. Сереж, у тебя все пока нормально? Знаешь, чувствую, что потихонечку схожу с ума. Хватит уже. Мам, сними пиццу. У меня просто слабость, а так... Какая слабость? Ну, просто я спать хочу все время. Ну, У меня- может, а у меня ну, подъем может, сил. я хочу Давай спать. вкусно. Нет, я хочу спать, потому что я просто сегодня ночью не спала. Я боялась, что мне в руку там в кость засадят эту иглу, как показывают. Мы, кстати, когда были там, она говорит: господи, ко мне сегодня приходил, ну, тоже, по-моему, вакцинироваться из ВГТРК. Я ему все высказала. Вы зачем пугаете людей? Каждый, говорит, приходит, отворачивается, и самое главное, бояться. Именно вот это вот, ну, то, что показывают, как Да, втыкают. я видела. А при этом, понимаешь, я такая отвернулась, она уже ватку мне подставляет, говорит, все. Я только почувствовала такой вот, знаешь, ну просто чуть-чуть, а просто вот подставила как бы иглу, и вот я, и уже все там даже выдавливалась, так, я говорю, как все? Я же, понимаешь, всю ночь переживала, что мне в кость попадут, и все, спать не могла, а теперь спать хочу. Вот, и даже на руке у меня, вот. Маша, покажи. Вот руку покажи. Где вот точка, Сереж, покажи эту точку. Ее нету. Тебя же не укололи. Нет, вот смотри. И у папы вон покажи. Покажи. А где у тебя другая Вот рука? она. Вот это? Да, наверное. Да. Ну, в общем, это вот такая маленькая точка, что. Вот, смотрите, какая пицца. Вкусно, пап? Очень. Так, друзья, у нас уже ночь, уже вот 18 минут первого. А это говорит о том, что во мне уже 12 часов, как прививка. И во мне тоже. А тебе тоже. А в тебе еще нет. Тебе поставили на 10 минут позже, чем мне. Ну так уже вон. Да. В общем, состояние нормальное. Отчет Маши даем. Отчет Маши даем. Маша, не бойся. Я не боюсь. Состояние нормальное, пульс в норме, давление тоже, сахар в норме, так что все нормально. Психическое состояние тоже хорошее. Даже Ну, подъем правда? настроения. И как-то прям хочется творить. Ну, у тебя подъем настроения, а я лично устала и ложусь спать. У меня наоборот. А У меня у меня слабость. почему-то подъем. Хочется творить. Смотрите наш канал. Завтра будет зачетный видосик. Ставим лайки, пишем в комментарии. Самое главное, комментарии надо больше мне комментариев. Я люблю читать и отвечать на комментарии. Спрашивайте меня, что да как, я вам все расскажу, все покажу, все прокомментирую от начала до конца. Все. Всем пока.